Салют, звуковеды! Это новый выпуск студийных новостей. Вот что мы откопали. Кевин Паркер, более известный по творческим псевдонимам Tame Impala, представил первый синтезатор собственной компании Telepathic Instruments Orchid. Синтезатор генерирует аккорды и вариации, используя собственную аккордовую логику. Оснащается клавиатурой на 12 клавиш и отдельной аккордовой кнопкой. Нажатие кнопки одновременно с клавишей на клавиатуре запускает генерацию аккорда определенного тона. При этом аккорды могут звучать по-разному и состоять из разного количества звуков. Колесо управления на корпусе меняет состав аккорда, высоту и позицию. Синтезатор также оснащен несколькими режимами исполнения: струн, слоп, арпеджиатор, паттерн и харп. В зависимости от выбранного режима синтезатор меняет характер исполнения, издавая все звуки одновременно друг за другом или в виде арпеджио. Telepathic Instruments Orchid оснащен полифоническим движком синтеза, поддерживающим виртуальный аналоговый и FM синтез. Движок также оснащен эмуляцией пианино Rhodes и набором пышных ambient эффектов и эффектов модуляции. Для аккомпанемента в нижнем регистре отдельный басовый движок, подыгрывающий во время генерации аккордов. В корпусе синтезатора установлены стереодинамики для работы с инструментом без подключения к системе мониторинга или внешней аудиосистемы. Синтезатор работает от зарядки или встроенной батареи, оснащен разъемами USB-C с поддержкой передачи MIDI команд и выходом MIDI-out DIN 5 пин. Продажи начнутся уже 18 декабря 2024 года. Синтезатор поступит в продажу ограниченным тиражом в размере 1000 штук. Стоимость инструмента составит $549. Более широкое производство запланировано на 2025 год. Получить больше подробностей о синтезаторе можно на официальном сайте Telepathic Instruments. Опа. Фруктами запахло. Вышла FL Studio 2024.2. Апдейт добавляет в программу лупер-транспортер для лупинга в реальном времени. По словам авторов, плагин представляет доступ к более творческому подходу к переходным эффектам и работе с аранжировкой. С помощью транспортера можно не только зацикливать файлы внутри самого проекта, но и работать с контентом из библиотеки FL Cloud. Облачные файлы можно изменять в реальном времени. Версия 2024.2 также добавляет функцию мониторинга сигнала с низкой задержкой, что пригодится при записи звука. Благодаря ей пользователи могут записывать аудиосигнал и MIDI информацию без лагов. Обновление также расширяет библиотеку контента, доступную пользователям с подпиской FL Cloud Pro. В библиотеке появилось свыше 4000 новых пресетов для Flex. Обновление FL Studio 2024.2 уже доступно всем пользователям программы. Для установки обновления необходимо зайти на официальный сайт разработчиков для загрузки установочных файлов или запустить процесс обновления в самой программе. RayFX выпускает обновленную версию своего культового программного обеспечения, которое получило несколько улучшений и новые функции для звукового дизайна. Новинка может похвастать возможностью импорта отдельных сэмплов, мультисэмплов или целых звуковых библиотек. Пользователю открывается доступ к таким параметрам, как Edit, Slice, Loop и Crossfades. Звуки можно комбинировать с другими генераторами Nexus, включая виртуальные аналоговые осцилляторы, волновые таблицы, гранулярные и FM. Предусмотрена свободная настройка маршрутизации и множество встроенных эффектов. Имеется 1100 новых предустановок для таких стилей, как EDM, мелодик техно, хаус, хип-хоп, драм-н-бейс и других. Помимо прочего, сохранена возможность загружать все сэмплы из предыдущих версий. Стоит отметить, что для любителей внешнего дизайна оригинального Nexus имеется выбор графического интерфейса в виде полностью функционального ретро-скина, возвращающего внешний вид версии, с которой все начиналось. RayFX Nexus 5 можно приобрести в одной из трех версий, отличающихся количеством включенных библиотек. Версия стартер по временной скидке $200. Value на данный момент по акции можно приобрести по цене в $400. Далее будет подорожание до 500. Версия Complete стоит $2000 с последующим подорожанием до $4600.
Изотоп Каскадия – простой в использовании эффект, создающий простые эхо и сложные инвертированные дилей. Это третий продукт из серии Catalyst Series. Плагин анализирует сигнал и находит в миксе области, лучше всего подходящие для размещения обработанного звука. Таким образом, обработанный дилеем сигнал не мешает другим инструментам в миксе, обладает простым и понятным интерфейсом, в центре которого располагается анализатор поступающего на вход обработки сигнала. На спектре также доступны фильтры для их быстрого применения. Каскадия позиционируется как инструмент для начинающих звукорежиссеров и продюсеров. Тем не менее, плагин пригодится и для опытных музыкантов. С его помощью можно создавать комплексные пространственные эффекты для точечного украшения сигнала. Вот такие новости за прошедшую неделю. Доброе утро, добрый день и на всякий случай доброй ночи. Будьте в курсе и делитесь с ценителями.